Годами Эйрмай верили, что все в порядке. Но за улыбками скрывалась история, которую никто не осмеливался рассказать. Когда Тэхён наконец прервал молчание, его слова не просто шокировали Чингука, они разбили миллионы сердец по всему миру. Это не слух, это не теория, это эмоциональная правда, которая была скрыта до этого момента. В комнате было тихо так, что это казалось неестественным, будто даже воздух боялся пошевелиться. Тэхён сидел, глядя в пустоту, его руки были сжаты так крепко, что костяшки пальцев побелели. Сидящий напротив него Чингук избегал его взгляда, не из-за гнева, а из-за чего-то гораздо более опасного – страха перед тем, что может быть сказано дальше. Здесь не должно было быть камер, микрофонов или зрителей. И все же этот момент в итоге потряс сердце миллионов. Долгое время Эйрмай видели только улыбки, шутки и игривый хаос. Они видели двух людей, которые казались неразлучными, почти несломимыми. Но чего никто не видел, так это того, насколько тяжело стало притворяться, что все в порядке. Наконец Тэхён выдохнул, медленно и неровно. «Я больше не могу нести это в одиночку», — сказал он почти шепотом. Чингук мгновенно поднял глаза. Эта единственная фраза ударила сильнее любого спора, потому что в голосе Тэхёна не было злости. Это было истощение, то самое, которое приходит, когда любишь кого-то глубоко, будучи запертым в тишине. Годами случались моменты, которые так и не попали на экран. Оборванные разговоры, слишком долгие взгляды, проглоченные слова вместо произнесенных. Дело было не в том, что случилось что-то ужасное. Дело было в том, что чему-то важному никогда не позволялось существовать открыто. И такого рода сдержанность медленно разрывает людей на части. «Я не хотел причинять тебе боль», — продолжил Тэхён, но скрывать это было больнее. Челюсть Чингука напряглась. Он всегда был тем, кто отшучивался, кто притворялся, что не замечает напряжения. Но теперь бежать было некуда. Что бы ни собирался сказать Тэхён, это зрело очень долгое время. «Ты ведь понимаешь, что это будет значить, если ты скажешь это вслух?» – тихо ответил Чингук. Тэхён кивнул. Конечно, он понимал. Как только определенные истины произнесены, их уже нельзя забрать назад. Что делало этот момент таким невыносимым, так это не только риск. Это был эмоциональный вес, стоящий за ним. Два человека, которые выросли вместе, делили мечты, трудности и бесчисленные негласные обещания, теперь стояли на краю чего-то, что могло изменить все. Снаружи мир все еще верил, что их история проста. Внутри этой комнаты все было иначе. «Я не прошу ответов», — сказал Тэхён. «Мне просто нужно, чтобы ты услышал меня хотя бы раз». Чингук ответил не сразу. Его глаза блестели. Он отказывался позволить слезам упасть, потому что, если бы они упали, это означало бы признание того, что все, что нес в себе Тэхён, он тоже нес в себе все это время. И это была та часть, к которой никто не был готов. Тишина между ними становилась все гуще, все удушливее. Она не была пустой. Она была наполнена годами раздумий, а что если, моментами, которые почти стали чем-то большим, чувствами, которым так и не дали имени. Наконец Чингук прошептал: «Тогда говори». Тэхён сделал вдох, и в этом единственном вдохе чувствовалось, что что-то хрупкое вот-вот разобьется. То, что последует дальше, не будет нежным. Это не будет безопасным. И это определенно не оставит вещи такими, какими они были. Но прежде чем заговорить, голос Тэхёна дрогнул, не от страха перед миром, а от тяжести того, что он собирался открыть единственному человеку, который имел значение больше всех. И именно тогда все по-настоящему началось. Губы Тэхёна разомкнулись, но сначала не вылетело ни звука. Казалось, слова были слишком тяжелыми, чтобы пройти через горло, не разорвав что-то внутри него. «Я молчал, потому что боялся», — наконец сказал он. «Не мира, а того, что потеряю тебя». Глаза Чингука чуть расширились. Это было не то, чего он ожидал. Ни гнева, ни обвинений. Просто признание настолько обнаженное, что его было почти опасно слышать. «Долгое время», — продолжал Тэхён, — «я убеждал себя, что если буду держать все внутри, ничего не изменится. Что мы сможем продолжать улыбаться, работать, притворяться, что все это нас не касается. Но каждый раз, когда ты смотрел на меня, я чувствовал это,
И это разрывало меня на части. Чингук тяжело сглотнул. Он заерзал на месте, словно правда причиняла физический дискомфорт. «Ты не понимаешь, о чем просишь», — сказал Чингук. «Если мы откроем эту дверь, мы не сможем закрыть ее снова». «Именно поэтому я должен это сделать», — ответил Тэхён. В его голосе теперь звучало тихое отчаяние, не драматичное, не громкое, а мучительно честное. «Мы так долго жили в рамках того, чего от нас ждут люди», — продолжал Тэхён. «Но я не знаю, как оставаться этим человеком, когда я больше даже не честен с тобой». Руки Чингука дрожали на коленях. «Ты думаешь, я этого не чувствовал?» — прошептал он. «Думаешь, я не замечал каждый раз, когда ты отдалялся? Каждый раз, когда ты почти что-то говорил, а потом замолкал?» Тэхён посмотрел на него глазами, полными чего-то, что было почти облегчением. «Значит, ты знал?» «Я знал», — признался Чингук. «Но знать и иметь разрешение говорить об этом — две совершенно разные вещи». В этом и была суть, негласное правило, которое определяло все между ними. Они могли это чувствовать. Они могли этим жить. Но они никогда не могли назвать это по имени. Не вслух. «Я устал притворяться, что этого не существует», — сказал Тэхён. «Я устал вести себя так, будто то, что между нами, это просто что-то обычное. Это не так». Чингук внезапно встал, отойдя на несколько шагов, словно ему нужно было пространство, чтобы вздохнуть. «Если ты скажешь то, что я думаю, ты собираешься сказать», — предупредил он, — «это не просто изменит нас. Это изменит все». Тэхён не отвел взгляда. «Может быть, всему и нужно измениться». Напряжение между ними было невыносимым. Это было похоже на стояние в центре шторма в ожидании первого удара грома. Чингук повернулся к нему. «Тогда говори. Не заставляй меня больше гадать». Сердце Тэхёна билось так громко, что казалось, Чингук может его услышать. «Это не просто дружба», — медленно произнес Тэхён. «Она никогда не была просто дружбой». Чингук замер. Воздух в комнате изменился, словно правда уже начала обретать форму еще до того, как была полностью высказана. «Для меня», — продолжал Тэхён, — «это никогда не было просто комфортом. Никогда не было просто близостью. Я чувствовал нечто более глубокое, то, что я не должен был чувствовать». Глаза Чингука были широко распахнуты, дыхание стало поверхностным. «Тэхён, не надо!» Но Тэхён не мог остановиться. «Я пытался похоронить это», — сказал он. «Я пытался притвориться, что это пустяк, но это преследовало меня повсюду. В каждой песне, на каждой сцене, в каждом моменте я видел твою улыбку». Последовавшая тишина была сокрушительной. Чингук выглядел так, будто он на грани срыва, зажатый между страхом и чем-то гораздо более опасным – надеждой. «Ты думаешь, ты единственный, кто это чувствовал?» – прошептал Чингук. Этот единственный вопрос ударил по Тэхёну сильнее, чем любой ответ. Потому что в этот момент он понял, правда больше не принадлежала ему одному, и почва, на которой они стояли, вот-вот провалится. Вопрос Чингука повис в воздухе, как уже занесенный клинок. «Ты думаешь, ты единственный, кто это чувствовал?» Тэхён стоял неподвижно. На мгновение он забыл, как дышать. Он представлял себе отказ, гнев, даже молчание, но не это. Невозможность того, что все, что он хоронил в себе, Чингук тоже нес все это время. «Тогда почему?» Сорвался голос Тэхёна. «Почему мы никогда не говорили об этом?» Чингук отвел взгляд, его челюсть была плотно сжата, глаза потемнели от чего-то, опасно похожего на сожаление. «Потому что иногда», — сказал он, — «вещи, которые кажутся самыми настоящими, это те самые вещи, которые могут разрушить тебя быстрее всего». Он повернулся обратно, и впервые между ними не осталось стен. «Каждый раз, когда ты был рядом», — продолжал Чингук, — «я чувствовал это. Каждый раз, когда ты улыбался мне, казалось, что это значит больше, чем позволено, и это ужасало меня». «Ужасало почему?» — тихо спросил Тэхён. «Страх захотеть того, чего я не должен хотеть». Эти слова были тихими, но прогремели как гром. Тэхён сделал шаг вперед, сам того не осознавая. «Значит,
Ты выбрал тишину вместо правды за нас обоих. Это ранило сильнее любого отказа, потому что это означало, что Чингук не отрицал этого. Он просто запер это на замок. «Ты не имеешь права решать это в одиночку», — сказал Тэхён. «Ты не имеешь права защищать меня, стирая то, что мы чувствуем». Чингук горько рассмеялся. «Ты думаешь, дело в стирании? Дело в том, чтобы не сжечь все дотла. Может быть, некоторые вещи заслуживают того, чтобы сгореть». Чингук уставился на него. «Повтори это. Может быть, та версия нас, которая притворяется, что ничего не происходит, заслуживает исчезновения», — повторил Тэхён. «Потому что это медленно убивает нас». Комната казалась теперь слишком маленькой, слишком тихой. Каждое слово, которое они произносили, словно отражалось от невидимых стен. «Ты не знаешь, о чем просишь», — сказал Чингук. «Если мы перейдем эту черту, возврата к тому, как было раньше, не будет». Глаза Тэхёна смягчились. «Я не хочу возвращаться». Это была правда, которую он боялся произнести до этого момента. Кулаки Чингука сжались. «Я годами пытался убедить себя, что то, что я чувствую, это просто близость, просто комфорт, что-то безопасное. Но каждый раз, когда ты смотрел на меня так, это не было безопасно. Это было всем». Тэхён почувствовал, как сердце сжалось. «Тогда почему ты продолжал убегать?» «Потому что я не доверял себе, боялся упасть». Тишина снова поглотила их, густая и наэлектризованная. «Ты знаешь, каково это?» – прошептал Чингук. «Любить кого-то так, как тебе не позволено любить». Тэхён не колебался ни секунды. «Да». Их глаза встретились, и в этот момент притворяться стало невозможно. «Я не знаю, кем это нас делает», — сказал Чингук. «Я просто знаю, что это опасно». «Опасно не значит неправильно», — ответил Тэхён. Чингук закрыл глаза, словно пытаясь взять себя в руки. «Если ты продолжишь так говорить, — сказал он, — я не смогу себя остановить». «От чего?» «От того, чтобы захотеть тебя так, как я никогда не позволял себе раньше». У Тэхёна перехватило дыхание. Пространство между ними внезапно стало заряженным, хрупким, будто одно неверное движение может либо все разрушить, либо, наконец, сделать реальным. «Тогда не останавливай себя», — мягко сказал Тэхён. Чингук открыл глаза, и в них была эмоция, которую больше невозможно было скрыть. Страх, тоска и нечто, опасно похожее на любовь. Но как только показалось, что правда вот-вот вырвется на свободу, комнату прорезал резкий звук – стук в дверь. Оба замерли. Что бы ни должно было случиться дальше, в это собирался вмешаться кто-то другой. Стук не повторился. В этом не было нужды. Оба знали, что то, что ждало за этой дверью, не принадлежало этому моменту. Это было напоминанием о том, что их личная правда существует внутри мира, который никогда по-настоящему не принадлежал им. Чингук сделал медленный шаг назад, словно расстояние могло защитить то, что только что было обнажено. «Не сейчас», – прошептал он, скорее себе, чем кому-либо другому. Тэхён не шелохнулся. «Каждый раз, когда мы говорим «не сейчас», мы теряем еще одну частичку себя». Тишина растянулась, наполненная всем тем, что они почти сказали. Чингук посмотрел на дверь, затем снова на Тэхёна. «Ты не понимаешь, чего стоит быть честным здесь». Тэхён ответил: «Я просто думаю, что цена лжи в итоге стала выше». Чингук покачал головой, в разочаровании запустив руку в волосы. «Ты хоть знаешь, сколько раз я останавливал себя, чтобы не потянуться к тебе, чтобы не назвать твое имя, когда не должен был? Я делал это не потому, что не чувствовал. Я делал это потому, что чувствовал слишком сильно». Голос Тэхёна смягчился. «И что это тебе дало?» Чингук ответил не сразу. Его глаза выглядели усталыми, старше, чем должны были быть. «Одиночество», — признался он. «Это единственное слово сломало что-то между ними». «Я стоял прямо перед тобой все эти годы», — тихо сказал Тэхён. «И ты все равно был одинок. Потому что ты был слишком близко, чтобы до тебя дотронуться». Чингук сделал шаг вперед, прежде чем смог себя остановить. Расстояние между ними внезапно сократилось до одного хрупкого вдоха.
«Если мы позволим этому стать реальным, — сказал он, — мы больше никогда не сможем притворяться». Тэхён не выглядел испуганным. «Хорошо». Чингук всматривался в его лицо, словно пытаясь найти причину для сомнений. «Не нашел. Ты даже не колеблешься». «Я уже потратил годы на колебания», — ответил Тэхён. «С меня хватит». Напряжение было невыносимым, не злобным, не жестоким, а мучительно живым. Каждое невысказанное чувство рвалось наружу, умоляя о признании. «Скажи это еще раз», — прошептал Чингук. «То, что ты чувствуешь». Тэхён не отводил взгляда. «Ты для меня не просто друг. Я не просто скучаю по тебе. Я хочу тебя так, что это чувство не исчезает, когда гаснет свет». У Чингука перехватило дыхание. «Ты не знаешь, как это опасно». «Я точно знаю, как это опасно. Я просто не думаю, что жить наполовину живым безопаснее». Стук повторился, на этот раз громче. Чингук вздрогнул. «Они не будут ждать». Тэхён шагнул ближе. «Тогда и ты не жди». Их глаза встретились. Все, чего они избегали годами, было прямо здесь, между ними, хрупкое, пугающее и невозможное для игнорирования. Голос Чингука был едва слышен. «Если я перейду эту черту, это перестанет быть просто чувством». Ответ Тэхёна последовал незамедлительно. «Это именно то, о чем я прошу». Чингук посмотрел на него так, будто стоял на краю обрыва. И тогда он сказал ту самую вещь, на которую Тэхён никогда не смел надеяться. «Я никогда не переставал хотеть тебя». Эти слова прозвучали одновременно как признание и как предупреждение. Прежде чем кто-то из них успел что-то добавить, ручка двери начала поворачиваться. Что бы ни собиралось войти в эту комнату, оно вот-вот столкнется с правдой, которую они только что выпустили на волю. И ничто после этого уже не будет простым. Дверь открылась ровно настолько, чтобы впустить реальность, и из коридора послышался голос, зовущий их по именам, нейтральный, неосведомленный, опасно обыденный. Он не собирался их разоблачить, по крайней мере пока, но этого было достаточно, чтобы напомнить обоим. Их личный мир хрупок и построен на заимствованном времени. «2 минуты», — сказал голос. Затем дверь снова закрылась. 2 минуты. Чингук выдохнул воздух, который сам не заметил, как задерживал. «Это все, что у нас есть». Тэхён кивнул. «Тогда не трать это время зря». Комната казалась меньше, будто сами стены подслушивали. Чингук смотрел на Тэхёна так, словно видел его впервые, не ту версию для сцены или камер, а ту, что стояла здесь, беззащитная и дрожащая от переизбытка правды. «Ты сказал, что хочешь меня», — пробормотал Чингук. «Ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, что я устал лгать», — ответил Тэхён. «Это значит, что я устал притворяться, будто то, что я чувствую, исчезает, когда никто не смотрит». Чингук снова шагнул ближе, медленно, осторожно, словно одно неверное движение могло все разрушить. «Я годами убеждал себя, что если я никогда не назову это, оно со временем уйдет», — сказал он. Но оно не ушло. Оно становилось только громче. Голос Тэхёна был мягким, но твердым, как и мое. Было что-то пугающее в том, насколько спокойными они оба были сейчас. Шторм прошел, оставив после себя тишину, которая была еще опаснее. «Ты знаешь, что думают люди, когда смотрят на нас?» — спросил Чингук. «Они видят что-то легкое, что-то безобидное. Они не видят этого». Тэхён встретился с ним взглядом. «Им мне не нужно. Это наши». Чингук горько улыбнулся. «В этом и проблема. Нам никогда не позволялось иметь что-то, что было бы только нашим». Тэхён протянул руку, остановившись в сантиметре от него. «Ты хочешь, чтобы я снова отстранился?» Чингук не колебался. «Нет». Это единственное слово весило больше, чем все молчание до этого. «Тогда не проси меня притворяться», — сказал Тэхён. «Больше нет». Чингук на мгновение закрыл глаза, словно ведя войну внутри себя. Когда он открыл их, в них не осталось дистанции. «Я не знаю, как сделать это, ничего не сломав», — признался он. «Может быть, все уже сломано», — ответил Тэхён. «Просто мы наконец-то на это смотрим». Прошла еще секунда, затем еще одна.
«Если мы выйдем из этой комнаты, не сказав всего», – произнес Чингук, – «мы вернемся к осторожности, к тишине, к притворству, что этого никогда не было». У Тэхёна сжалось в груди. «И ты это переживешь?» Чингук не ответил. Этого было достаточно. Тэхён шагнул еще ближе, так близко, что Чингук мог чувствовать его дыхание. «Мне не нужны обещания», — сказал он. «Мне просто нужно знать, что я не один в этом». Голос Чингука был едва слышным шепотом. «Ты не один». Их глаза встретились. И в этот момент казалось, что весь мир затаил дыхание вместе с ними. Снаружи снова послышался звук, на этот раз шаги, ближе, нетерпеливые. Чингук сглотнул. «У нас заканчивается время». Сердце Тэхёна бешено колотилось, но голос был ровным. «Тогда скажи мне одну вещь, прежде чем мы уйдем». Чингук кивнул. «Что?» Тэхён посмотрел на него не со страхом, не с сомнением, а с тихой интенсивностью. «Когда ты смотришь на меня, ты видишь то же, что и я». Чингук открыл рот, чтобы ответить, и дверь начала открываться. То, что он собирался сказать, вот-вот должно было быть прервано. И чтобы это ни было, оно собиралось изменить все. Дверь распахнулась. Свет из коридора хлынул в комнату, резкий и навязчивый, разрезая хрупкий момент, в котором они были заперты. Чингук и Тэхён инстинктивно отступили друг от друга, не потому, что их чувства исчезли, а потому, что мир вернулся. Кто-то стоял там, ожидая. «Время», — сказал голос. Чингук сухо кивнул. «Мы идем». Дверь снова закрылась, оставив после себя тишину, которая казалась тяжелее прежней. Тэхён не отводил взгляда от Чингука. «Ты так и не ответил мне». Чингук помедлил лишь секунду. «Когда я смотрю на тебя», — медленно произнес он, — «я вижу все то, чего я боюсь захотеть, и все то, что я уже люблю». Слова приземлились мягко, но они разрушили что-то глубоко внутри Тэхёна. «Это все, что мне нужно было услышать». Чингук выдохнул так, словно задержал дыхание на долгие годы.